Да. Вот в таком лесу огромная редкость, когда я что-то находил. Вот такое вот красивое. Вкусно пахнет. Нет, скажет, это не мясо. Это совсем не мясо. Правильно, Клифик? Это не мяско. Но. Сейчас. О, пинк. Можно даже... О, какой красавец. Ну, сейчас надо вот это вот все, вот это ножичком вот это почистить. На, попробуй. Так? Угу. Угу. Да, друзья, офигенно. Погулять по лесу — это такое соединение с природой. Даже если немножко грибов. Едем, друзья, в лес. Гуляем. Конечно, не собирая грибы, это не очень интересно. Но немножко есть вот от всяких таких вот. Вот таких вот боровичков. Красивых. Красивых. Да. Конечно, немного, но хороших. Как тут все пахнет. А тебе как? Тебе пахнет тут все, а? Да. Я думаю, ему тоже пахнет. Всем нравится, друзья. А из грибов я сейчас думаю приготовить жульен. Хоть мы находимся и в Литве, в Вильнюсском районе, но что-то ж нужно из них приготовить. Их немножко. Я думаю, сколько-то пожарим, да? И сделаем жульенчик. Сейчас по дороге заскочу в магазин, куплю все, что надо. И сварганим из свежих грибочков вкуснятину. Вот мы уже и дома. И осталось приготовить то, что я вам обещал. Да, это жульен. И из грибов, тех, которые вот сегодня, собирали мы все, ходили, собирали. Мало их, но сколько-то собрали. Боровички и подберезовики я сушу. Из них получаются обалденные пирожки, супы. Мне они очень нравятся. Вот. А из вот такой вот мелочи, это вот маслятки, некоторые вот покрупнее, вот так вот шкурку снимаю. А те, кто уже такие вот миленькие-миленькие, с тех и снимать-то не нужно. Вот они и так пойдут очень хорошо. Вот лисички здесь, рыжик. Вот. Все, что жарится. И жарить я буду для жюльена это все на сковородке, не обваривая. Потому что именно те грибы, которые вот именно такие душистые, чтобы это получился именно такой вот вкуснейший жюльенчик, ну, короче, обалденный, который так реально вкусный-вкусный. Вот, добавлю, чтобы повкуснее, пожирнее куриной грудки немножко. В соусе, конечно, бешамель. Что для бешамеля? Всего лишь греется уже у меня молоко, примерно пол-литра. Мука, масло, грудка, мускатный орех, черный перец, соль, наверх, конечно, сыр, к грибам лучок репчатый. Вот. Ну и что? Поехали. Что я сразу начну с грибов, с обжарки, потому что грибы готовятся как бы самое долго из этого всего. Поэтому крупные я порежу вот такими вот пластинками. Вот так вот. А мелкие, те, которые вот такой вот горошек вообще, вот такой вот горошек. Тот горошек, наверное, даже и оставлю. Пускай будет целенький, красивенький, вкусненький. Вот. Все-таки жюльен это по-французски это способ нарезки. Способ нарезки соломкой, мелкой соломкой для ускорения приготовления блюд, супов, других горячих блюд.
там, где присутствует, вы будете ложить вот эту соломку, приготовление происходит очень быстрое, передача вкусов тоже быстрая, отличная. Вот, поэтому французы молодцы. А почему жюльен? Я честно не знаю, почему жюльен, почему его стали называть жюльеном. Вот. Но не буду заговаривать. Нарежу грибы. Горошек оставил. Все остальное нарезал. Лесные грибы, друзья, это просто супер. Если хотите жюльенчик приготовить зимой, вы их запросто можете заморозить. Еще, на чем я буду обжаривать? Немножечко растительного масла. И вот кусочек сливочного масла. Получится именно такой хороший вкус от смеси. Вот так вот все это размешаю дело. Вот оно. Хорошо, пошло работать. И сюда уже всыпаю. Еще немножко нагреется маслица, чтобы было более такое горяченькое. Конечно, грибы все равно дадут сок. Вот так. И сюда вот эти вот грибы, все остальные. Итак, вы скажете, что нужно обваривать? Нет, друзья. Если у вас молодые грибы и грибы, которые подразделяются на здоровый сорт, это такие как белые грибы, подберезовики, подосиновики, подосиновики нет, по-моему, нет, маслята, те же рыжики, ну, много, наверное, вы лучше меня знаете грибы, которые не нуждаются в предварительной обварке. Они дадут более вкусный, сочеточный вкус, если их не обваривать. И я их не обвариваю. Лисички те же. Ну, они обалденные, когда они не обварены, а сразу обжаренные. Так что, не добавляя никакой соли, сразу я их обжариваю на таком немаленьком огне, на высокой температуре. Молоко у меня нагрелось. Я уже выключаю, чтобы пенка. И то вот у меня собралась пенка. Так не хотел, чтобы у меня схватилась пенка сверху. А она все равно схватилась. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вот это я прозяпал. Прожопил, можно сказать. Вот. Молоко мне нужно просто теплое. Я его не буду ароматизировать. Если вы делаете с шампиньонами, можно ароматизировать свежими травами, типа шалфея, положить сюда разрезанную луковицу, и получится очень хороший аромат. Но так как у меня все-таки лесные грибы, я не буду этим заниматься. Я хочу максимум получить от конечного блюда именно вот этот вот насыщенный, хороший, такой приятный вкус именно такого насыщенного гриба. Дальше, что я сейчас буду делать? Я буду обжаривать грибы до того момента, когда выпарится жидкость, и я тогда добавлю в него лук. Лук я нарежу жульеном. Вот именно мелкой вот такой вот мелкой, как бы полосочкой такой. Здесь у меня были грибы. Убрать сюда лук, чтобы не тратить время, ни ваше, ни мое, заняться курицей. И курицу я нарежу тоже жульеном. Вот так вот.
сразу вот такими пластинами. Вот так. Вот так. Это уже пойдет. Так. Назад ее всю. И вот такой вот соломкой. Не очень длинной, не в длину, а как бы поперек. Чтобы в жульене она хорошо ощущалась, но не было очень крупными прямо такими кусками. Вот у меня уже выпарилась жидкость из грибов. И сейчас я сюда добавляю лук. Лук, конечно, немножечко выпустит свой сок. Но именно произойдет эта карамелизация. Немножечко он обжарится. И будет просто суперский запах и вкус. Красотень. А еще после того, как походишь по лесу, сам их пособираешь, это в 10 раз, 1000 раз вкуснее эти грибы. Просто объедение, запах какой идет. И вот уже первые разы я переворачиваю, уже начинает лучок поджариваться. И вот сейчас я немножечко присолю. Хотя как бы блюдо получит всю соль от соуса бешамель, но очень хорошо, когда все-таки грибочки будут подсоленные. Вот он уже лучок карамельный, уже обжаренный. Получается, запах дает. Сильно не буду ужаривать. И вот сейчас вот эти вот обжаренные я убираю в сторону. Вот у меня первое такое составное нашего жюльена готово. Я пока убираю в сторону. Готовое. Сейчас добавляю еще маслица. Так же само делаю смесь. И выкладываю сюда курицу. И вот курочку обжариваю до готового состояния. Хоть он и будет запекаться, но я как бы люблю доготовить ее и положить уже в духовку готовую курицу. И обжариваем курицу на очень высокой температуре, для того, чтобы грудку запечатать, и она получилась внутри сочная. Не дай бог, чтобы ее пересушить. Вот я уже ее схватывается, все, я выключаю и убираю ее в сторону. Итак, друзья, классический соус бешамель. Что для этого нужно? Знать самое главное, пропорции. Пропорции нам нужны. Сколько масла, столько и муки по весу. У меня здесь 50 грамм масла, 50 грамм муки. Я люблю сразу обжаривать муку, потому что контролировать обжарку мне удобнее именно в муке. И до карамельного такого вот вкуса, запаха, цвета, видите, она снизу начинает прижариваться. Появляется характерный запах, такой ореховый, именно вот у муки. Вот этого вот я и добиваюсь, чтобы получить не именно такой вот белый яркий бешамель, а именно средний. Бешамели бывают 3, по-моему, даже 4 получают цвета. Это светлый, темный и очень темный. То вот я сейчас буду делать именно средний.
Вот у меня уже мука получила карамельный цвет, обжарилась. И вот сейчас я сюда вношу масло. И все это хорошо перемешиваю с маслом. Вот эта часть соуса бешамель называется ру. Чтобы не получилось комочков, просто добавляйте молоко вот так вот понемножку и хорошо-хорошо перемешиваем каждый. Каждый раз. Последнее и доводим до нужной вам консистенции. У меня вот, друзья, ушло почти 600 миллилитров молока. Вот смотрите, какой он получился. Классный, такой кремовый. Очень хороший соус. Сейчас мне его нужно подсолить. Вот так. Сюда добавлю для передачи хорошего вкуса перца и натру мускатного ореха. Обязательно. Вот так. И сейчас это все хорошо перемешаем. Вот соус и готов. Обязательно нужно его попробовать. Немножечко маловато соли. Вот остальную, которую у меня есть, досыплю. Очень хороший такой кремовый. Не кремовый, ореховый такой вкус. Теперь осталось все сложить воедино. Ну что, возьмем вот такие вот у меня кокошницы. 2 побольше, а 2 поменьше. Почему они называются кокошницы? Потому что изначально жюльен назывался кокот. Вот я думаю, от этого слова и пошли именно те формочки, в котором запекали кокот, кокошницы. Все ж просто. Что нам нужно? Нам нужно еще натереть сыр. Сыр мы берем тот, который очень хорошо плавится. Вот. И натрем сыр. Начнем укладывать. Положим вот так вот грибы. Можно это все сразу с курочкой перемешать, но мне как-то вот нравится именно вот так вот слоями. Вот так. Вот этого количества мне хватит. Сейчас я возьму, полью на низ соусом. Сейчас положу сюда вот так вот курицу. Сейчас еще один ингредиент. Это сметана.
Вот так вот. Она даст свою кислинку. Немногие ее ложат, используют. Но грибы со сметаной, друзья, это просто обалденно. Вот такого количества мне хватит. 2 сделаю со сметанкой, а 2 без. И заливаю наверх еще соусом. Ну и остался последний штрих. Уложить сыр. Вот так вот его наверх. Пропищала духовка, уже готова. Бегу, бегу, духовка. Все сейчас уже будет готово. На 180 градусов примерно 10-15 минут. Но это, я думаю, моя духовка приготовит за 10-15 минут. Поэтому ориентируйтесь по корочке. Как только у вас сверху появится красивая румяная корочка, у вас жюльен готов. А если у вас есть еще в духовке гриль, по-любому включайте. Ровно 10 минут у меня хватило на 180 градусах, чтобы получилась именно вот такая вот красота. По-моему, просто отлично. Не получилось именно такой корки, потому что если вы обжарите сильно сыр, он получится сверху очень-очень твердый, и он просто не будет разрываться. Посмотрите, как он расползается. Сейчас можно вот так вот снизу достать грибочки. Походу это с сметанкой. Вау, друзья, как это классно, а? Завидуете мне? Нет, друзья, по этому рецепту вы запросто сможете это все приготовить. Пушистый бешамель. Такой насыщенный грибочек. Тянучесть этого вот сыра при жевании. Минимально такой запах перчика и мускатного ореха. Но вот это вот именно консистенция вот этой пушистости. Друзья, я еще раз попробую. Я в кайфе. Не зря мы сегодня ходили и собирали эти вкусные грибочки, друзья. Это обалденно, да. Вы скажете, что это долго заморачиваться этой закуской. Нет, друзья. Грибочки, если вы собрали, вы можете нажарить сразу намного большую порцию. И сколько вам нужно, использовали для именно жульена или для другого какого-то блюда. Остальное складывайте в мешочки, примерно порционно, и в морозилочку. А соус бешамель, он запросто пару дней хранится в холодильнике и точно не портится. Поэтому перед тем, как вам подать гостям или себе,
Вы просто достаете, размораживаете грибочки, заливаете соусом, наверх трете сырочек. Красиво. И у вас получается вот эта вот вкуснятина. Просто обалденное блюдо. Шикарное, вкусное, сочное, пушистым соусом. Что я буду объяснять, друзья? Просто делаем по этому рецепту, получаем вкусное, реально блюдо. Если вы не подписались еще на мой канал, подписываемся. Просто вот так жмем и все, и подписываемся. Это ж на халяву. А с рецептами уже очень скоро вы увидите новые. Это скоро, очень скоро. Я вам обещаю, друзья.